Доброе утро. У нас сегодня будет больше ознакомительная такая лекция. Каждый день мы здесь будем встречаться и обсуждать йогу с разных сторон, то есть сам принцип йоги будет рассматриваться с разных точек пространства нашего понимания. То есть наверняка многие уже что-то знают о йоге. Кто-то, может, первый раз соприкоснется с самой философией йоги. То есть мы снимем с себя очень много ограничений или стереотипов, к которым мы привыкли в себе, держать эти стереотипы и потом опираться на них, пользоваться ими. То есть этот багаж или опыт наш, который мы получаем в жизни, он у нас глубоко в нашем подсознании укладывается определенными такими полочками. И потом через эту призму мы видим этот мир. Мы знания получаем, его обрабатываем, это знание, опираясь на этот опыт. То есть у нас есть некий багаж знаний с рождения. И потом через призму этого знания мы видим этот мир. И когда мы получаем какой-то другой пласт знаний, то не всегда мы его сразу принимаем. Причина только одна. У нас есть уже свой стереотип мышления, у нас уже есть свой опыт какой-то жизненный, у нас есть уже какое-то знание, и оно хорошо так укореняется у нас там внутри, что потом его убрать очень сложно. Например, если женщины до 30 лет уже получили какой-то опыт жизненный или багаж знаний, это следующая наша будет. Но сегодня это будет. Я сейчас хочу подготовить вас. То есть, если женщина до 30 лет уже получила какой-то багаж знаний, опыт какой-то жизненный, то потом поменять его очень тяжело. Чем взрослее она становится, тем поменять его может быть практически невозможно будет уже. Очень тяжело это будет делать. У мужчин где-то до 35 лет происходит эта трансформация. И точно так же, если мужчина набирает какого-то багажа, знаний, потом начинает применять его очень активно в жизни. То есть если женщина еще, может быть, отвлекается, да, немножко? Нужна музыка какая-то, да? Фоном, чтобы шла. Сейчас я поставлю туда. Там окно открыто, наверное. Туда. И поэтому мы все эти 12 дней будем пытаться делать трансформацию в нашем сознании, то есть йогу восстанавливать. Йога – это термин необычный. Обычно люди считают, привыкли считать, опять же, особенно люди Запада, потому что йога – это какая-то такая мистическая практика, которая связана непосредственно сначала как с грубым телом, то есть его можно гнуть по-разному, растягивать, сгибаться, прогибаться, сворачиваться, по камням горячим ходить, по углям, по гвоздям, по стеклам, в общем, во льду сидеть раздетым причем. То есть некая такая
сфера деятельности, в которой человек выходит за пределы своего вот этого грубого восприятия. И все. Это примитивное такое мышление йоги. Потому что на самом деле йога включает в себя почти что все сферы жизни. Да, если брать главную книгу о йоге, Бхагавад-гиту, то есть ее так называют йога-шастрой, или знание о йоге, там полностью все заложено, все виды йоги там описаны, только они в сжатом виде описаны там. Все школы йоги в мире, они пользуются этой книгой, этим знанием, то есть оттуда идет источник йоги, и первый, то есть там 18 глав в этой книге, и в 6 главе, в самом начале, прям в первом тексте, то есть вся книга, она состоит из диалога учителя и ученика. И в первом тексте прям этой 6 главы, которая описывает непосредственно аштанга-йогу, или хатха-йогу, то есть ученик спрашивает, что такое йога, учитель отвечает, что йога, то есть йога может только стать тот, кто добросовестно выполняет свои обязанности и не привязывается к плодам своего труда. То есть это определение йога. То есть, другими словами, йога — это наука взаимоотношений на самом деле. Если так разобрать этот термин юдж, то, что определяется как йога, юдж, это то, что связывает или объединяет, или устанавливает связь между двумя личностями. Называется йогой. И первая личность — это я, то есть каждый из нас, я личность. И вторая личность — это тот, кто находится у меня внутри, или Бог в сердце находится у нас у каждого. И вот с ним отношения называются йогой. То есть мы будем подробно разбирать это на протяжении 12 дней. 13-й день будет как подведение итогов. Будем разбирать эту науку йоги. Мы коснемся разных сфер, в том числе и хатха-йоги. И пранаямы коснемся, и, то есть будет 8 ступеней йоги мы будем изучать. Там, может быть, кто-то видел расписание, какие темы будут, мы будем затрагивать. Но самая главная тема — это наука взаимоотношений. Потому что если человек занимается йогой, хатха-йогой, и при этом пренебрегает выполнением своих обязанностей в семье, там, на работе, в социальной системе где-то, то такой человек не будет прогрессировать ни духовно, и как йог он просто исчерпает себя. Рано или поздно надо оставить эти занятия по йоге. Потому что в конце концов силы заниматься йогой дает нам Бог, который находится в сердце у нас у каждого. Некий такой, как генератор там внутри. Он нас побуждает к разного рода вида деятельности. И я сейчас включу маленький отрывок из Священного Писания. Мы его послушаем, где-то минут 5-6, по-моему, идет, может быть, чуть меньше. Послушайте внимательно, то есть о чем будет здесь говориться. То есть это первая глава в большом-большом трактате священном о йоге. И я не все главы буду здесь, не все тексты здесь будем мы проговаривать, только те, которые будут касаться нашей тематики. То есть будет какая-то некая такая, как школьная программа будет. Я буду включать какой-то материал, мы будем вместе слушать, и потом будем это все обсуждать. То есть некая будет такая, интерактивная у нас будет встреча больше. Если у вас будут появляться вопросы, вы где-то фиксируйте там у себя, и потом в конце мы будем оставлять время и будем разбирать их. Я немножко расскажу об этом трактате. Он называется Шримад Бхагаватам, или Прекрасный Бхагаватам, или Песнь о красоте, как если перевести ее, как санскритологи переводят. Это на санскрите написано, это древние тексты, йога сама написана на санскрите. И красота подразумевает божественная реальность, которая находится у нас и внутри, и во внешнем мире. Она одновременно сочетается. И мы, как маленькие частицы всего мироздания, тоже обладаем этой красотой и чистотой. Но почему мы не можем ее проявить? Потому что мы немножко от нее отдалились. То есть и йога подразумевает обратно воссоединиться, то есть получить эту красоту. Трактат называется Шримад Бхагаватам. Он читается второй по, если брать последовательность изучения священных писаний о йоге, то первый трактат это Бхагавад-гита, или Песнь Бога, и второй трактат это Шримад Бхагаватам. Бхагавад-гита дает знания о материальном мире полностью, о материи,
о тонкой или о грубой материи. То есть там раскрывается все знание, полностью исчерпывающее знание. А Шримад Бхагаватам непосредственно учит отношениям с Верховной Личностью Бога, который находится и в сердце у нас, и в каждом атоме находится, и в источнике он находится всего. И вот мы будем иногда включать какой-то материал, будем его слушать и потом будем его разбирать. Давайте сейчас послушаем немножко первую главу. То есть эта встреча состоялась мудрецов, и глава так называется «Вопросы мудрецов», то есть какие вопросы задают мудрецы. То есть о самом важном. То есть мудрецы не задают ненужных вопросов, бесполезных, они только серьезные вопросы задают. Но я считаю, что здесь люди очень серьезные собрались здесь утром задавать вопросы. Можно помечать что-то, если что-то услышите. Вопросы мудрецов. Итак, повесть гласит. Однажды в заповедном лесу Наймиша собрались ученые-мужи во главе с мудрым Шунапою, дабы каждый день в грядущую 1000 лет выжигать жертвенный огонь для подношения небесам. В один из дней, закончив выжигание, старцы призвали среди себя некоего Суту, сына Колесничего, и, возведя его на почетное место, обратились к нему с такими вопросами. Мудрецы сказали: «О почтенный муж, мы слышали, что ты в уме своем хранишь все предания былых времен, все летописи и учения о долге и смысле бытия. Ты один из первых внимал в ясе мудрецу от Бога. Ты сведущ в учениях и прочих старцев, что пролили свет на устройство зримого мира и того, что лежит за пределами облака. Смирением своим и прилежностью ты снискал милость учителей, что доверили тебе сокровищницу всех тайных знаний. Следуя твоему примеру, мы смиренно просим тебя открыть нам эти знания. О, наделенный долголетием, расскажи, что, по твоему разумению, является высшим благом для человека и в чем его главный долг. В наступивший мрачный век Кали жизнь людей весьма коротка и полна тревог. Человек сварлив, ленив, лжет себе и ближнему. Несчастье одно за другим преследует род человеческий. Среди множества учений, определяющих смысл человеческой жизни и долг человека, как найти нам истинное? Как, не растратив годы на изучение мудрых слов, ответить себе на главные вопросы? Ради чего живет человек? Что есть долг для человека? И в чем его счастье? О, Сута, благословенный небесами знать суть вещей. Ты ведаешь тайну сошествия в зримый мир Бога праведных и звона Деваки, жены благородного Васудевы. Каков истинный, изначальный облик Бога, какие обличия Он принимает, воплощаясь в вещественном мире. Чему, о великодушный Сута, учили людей учители древности, и есть ли в зримом мире истина, не подверженная времени? Внемлющий истине, даже сам того не зная, рвет цепь перерождений. Внемлющему истине неведом страх смерти, ибо страх сам боится истины. Мудрые говорят, что в обществе святых
для кого стопы Господа единственное пристанище, душа в одно мгновение очищается от всех пороков, тогда как для искупления грехов в святых водах Ганги нужны многие и многие жизни. Так уже ли среди жаждущих спасения от пороков мрачного века найдется глупец, кто не захочет внемлить о Господе? Господь Бог столь милостив, что только слушая о Нем, человек получает такое благо, которое невозможно утратить даже со смертью. Поведай нам о Его делах, что вершит Он в зримом мире, нисходя сюда в своих многочисленных обликах. Поведай о Его играх, образах и нраве. Что за сила побуждает Всевышнего покидать свою нерушимую обитель и лицедействовать в бренном мире? Расскажи нам о предвечном существе, о ком невозможно говорить ни стихами. Да не пресытятся сердца наши нектаром красоты, что заструится с твоих мудрых уст. Это маленькое вступление такое, чтобы понять, в чем смысл. То есть, в чем смысл. В чем смысл? Кто какие вопросы для себя отметил? Можно сейчас что-то говорить вслух. Какие вопросы ценные были? Ради чего живет человек? Задается кто-то таким вопросом? Есть же такое, да, внутри какое-то понимание, зачем я живу? Говорится, если у человека не возникает такой вопрос внутри, значит его разум почти что выключен. То есть такие вопросы могут задавать люди, у которых разум работает до какой-то степени включен. Именно разум будет искать это понимание, зачем я здесь нахожусь, что я здесь делаю в этом мире. Угу. Зачем живет человек? Еще какой вопрос был? Какой его долг, да? Угу. В чем его счастье? Очень хороший вопрос был. Познать Бога и что для человека? Что для него является высшим благом? Угу. Зачем Бог спускается на землю? Да? Здесь зримый мир, говорится, да? Входит Он. То есть есть еще незримый мир, который мы не видим. Каков его облик, да, Бога? Для йогов это очень важно, потому что йоги, они когда в медитацию садятся, они входят в безмолвие сначала. То есть нужно остановить поток мыслей. У нас мысли с такой скоростью бегают в голове, что мы не можем погрузиться во внутреннее состояние. И наш ум нас постоянно уносит куда-то во внешний мир. Да? Да, йоги, они удаляются в пещеры, садятся там и долго очень погружаются в эту медитацию. Для чего? Чтобы его увидеть внутри, чтобы Бога увидеть в сердце. Какой его облик просто. То есть нужен личный опыт, потому что одно дело, когда человек в Писании это читает, где Бог говорит о себе, что я вот такой, но человек еще должен его увидеть, потому что ум, разум будет все равно в сомнениях. Такой ли он или не такой? Да, есть какие-то вещи, которые мы принимаем уже на веру сразу. Например, если учительница говорит нам, что 2 плюс 2 будет 4. Мы в 1 классе не задаемся вопросом, а как это будет 4? Мы просто принимаем, потому что учительница говорит, и все. Мы верим ей, она не обманет нас. Также в духовной жизни учитель духовный, он говорит некоторые моменты, проговаривает некоторые важные моменты в священных писаниях, которые нам просто приходится принимать на веру, потому что нашего интеллекта не хватает сразу это осознать, а как это? Например, как понять, что на солнце живут, на солнце есть жизнь? А вот как это понять? И в современном мире это не принято считать, что на солнце вообще есть жизнь. Огненная планета, там все из огня состоит, то есть нету жизни там. Поэтому людям, в принципе, это и не говорят в средствах массовой информации, что есть там жизнь.
с одной стороны, наши ученые, они не знают об этом. Но люди духовные, которые занимаются духовной практикой, они, во-первых, в священных писаниях написано, что там есть жизнь. Ну, а во-вторых, есть люди, у которых есть уже опыт, йоги, которые занимаются йогой, они могут перемещаться в тонком теле, по всей Вселенной могут путешествовать. И они на собственном опыте уже убедились, что и на Луне, и на Солнце, и на других планетах есть жизнь. Просто там тела другие, не такие, как у нас. Например, под водой же есть жизнь, хотя мы там не можем жить. И ребенок, он не знает, что там под водой есть жизнь. Он потом вырастет, ему скажут, там живут вот рыбки разные. Но у них тела специальные, подводные. Также и на Солнце тела из огня состоят. Огненные тела, и поэтому там они живут. Мы просто на веру принимаем. Так священные писания сравниваются с мамой. Говорится, мама никогда не обманет ребенка. Она говорит ребенку что-то, ребенок сразу верит, что это мама. И священные писания тоже, они объясняют науку взаимоотношений с высшего пласта, с высшего уровня. Не с низшего, на котором мы, в принципе, привыкли в этом мире жить, а с высшего. И этот высший уровень, он открывается человеку не сразу. То есть человеку в школе не сразу дают знания там, об алгебре там, или геометрии. Да? Сначала какие-то фундаментальные знания люди проходят. Поэтому мы здесь будем все по порядку изучать. То есть сначала мы должны понять, что йога – это отношение между мной, как душой, как духовным существом, не материальным, не вот этим грубым. Духовное существо, я внутри этого тела нахожусь. Мы завтра будем разбирать строение этого организма. То есть мы себя там найдем, где мы там находимся. То есть в каком там лабиринте мы там спрятаны. Да, и также Бог, который находится у нас в сердце, мы его тоже там, по крайней мере, теоретически обнаружим. То есть где он там находится. И следующий шаг будет, это построение отношений теперь между мной и им. И в принципе вот эта схема «я», Бог и мои с ним отношения отвечает уже на многие вопросы, которые здесь были заданы. В чем смысл жизни человека? Опять начал, да? Так хочет. В чем смысл жизни? Познать, кто я сначала. То есть, кто этот я? Это один из главных вопросов, который человек должен решить в своей жизни. Кто этот я? Как только человек теоретически понимает, кто это я, второй вопрос ставит, а кто такой Бог теперь? Хотя бы теоретически понять. И потом уже следствие вытекет, а какие мои с ним отношения? Все. И тогда человек уже будет чувствовать, что такое счастье. Почему? Потому что Бог в сердце, который находится, Он и является этим источником счастья, которого мы все ищем в этом зримом мире. Причем мы его ищем вовне, это счастье. У нас привычка такая выработалась, искать вовне счастье. Но это счастье, оно, во-первых, временное. Замечали, наверное, да? Мы одно счастье достигаем, и оно тут же заканчивается. Мы сразу начинаем другое искать счастье. Причем счастье, которое мы ищем вовне, мы его чувствуем внутри. Например, яблоко, если мы берем. Вот мы его только в руки взяли, и мы уже понимаем, что оно от нас уже никуда не уйдет, что оно мое яблоко, я его сейчас скоро буду кушать уже. И в этот момент уже человек испытывает счастье. Но он его испытывает внутри, не вовне. Потом он его поднесет к носу сначала, да? Опять счастье пришло. Через органы чувств. Да, это структура вот этого организма, она так устроена. Мы через органы чувств будем входить в этот мир, во внешний. И потом, когда мы его откусим, это яблоко, еще испытаем счастье. Но это все счастье внутри будет. Почему? Источник, потому что внутри у нас. Все, что в этом мире происходит, построено на отношениях. Все люди строят отношения, неважно с кем, с людьми, с соседями, там, с собаками, с птицами, с природой, с правительством, со своим здоровьем и так далее. Почему? Потому что эта наука стоит в основе построить отношения. И говорится, если мы польем корень дерева, то все ветки насытятся. Также и здесь, если мы построим отношения с Богом у нас в сердце, все остальные виды отношений, они автоматически нормализуются и приведут в порядок. То есть будет гармония. Вот этот баланс
нужен людям просто, он необходим им. И так как люди не обладают знанием, как это делать, люди пускаются, скажем, не во все тяжкие, но во все стороны разбегается сознание у людей. Замечали? Как только из квартиры или из дома выйдешь в город, и сознание сразу разворовывается внешней энергией. Рекламы, магазины, какие-то звонки, компьютеры, там работа и все. Нету времени туда углубиться, что все во внешний мир уходит. И люди хотят найти это счастье, но так как нет знаний, его приходится искать вовне. От работы, от еды, от денег, от власти, от секса, от наркотиков. Неважно от чего, лишь бы где-то хоть немножко испытать это счастье. Но оно находится у нас внутри, прямо внутри у нас. И постижение этого счастья называется йогой. Хатха-йога, к которой многие так стремятся очень быстро, ей нужно заниматься осознанно очень. Не считать это просто гимнастикой. То есть нужно с самого-самого начала понять смысл этой системы, чтобы потом это наше мышление не поменялось в течение занятий. Например, если человек садится в асану. Асана – это поза по-русски. Вы садитесь в асану, и вы сидите, пытаетесь сосредоточиться, по крайней мере. А у вас не получается, потому что ноги болят. Да, у кого-то уже болят ноги. Да, уже сейчас даже так сидим, и что-то как-то как-то сесть надо поудобнее, да? Ладно, мы не про ноги сейчас скажем, про позвоночник. Смотрите, видите, 30% сразу выпрямились. Заметили, а почему вот так мы сидим? А так комфортно просто, и все. То есть нам нужна зона комфорта, и все в этом мире. У нас есть определенные, скажем так, ресурсы в организме в нашем. Например, чакры одни из них. Один из ресурсов – это наши чакры. Вот есть такая чакра, которая отвечает за комфорт. Куда бы мы попали, мы будем искать зону комфорта. Неважно. Хоть в туалет зайдем, все равно будем как поудобнее устроиться просто. Где сюда мы приходим, мы сразу думаем, где я сяду. И если я сел, то я пытаюсь как-то еще чтобы рядом кто-то сидел, желательно противоположный пол, чтобы сидел, чтобы как-то чувствовалось так хорошо себя. Это есть такая природа, она у нас есть, она будет требовать трансформации. И почему позвоночник нас так заставляет вот так делать? Потому что если мы прямо сядем, попробуйте сесть прямо, то сразу будет как-то дискомфортно, да? Почувствовали сразу как-то раз. Но потом следующий эффект оказывается комфортно. Как-то и в сон не клонит уже, да? Почему? Потому что энергия с нижних центров начинает подниматься вверх. Сразу в эти центры. В голову. И стоит нам немножко так опуститься, а мы опустимся однозначно. Где-то минут через 5 вы уже забудете, что надо ровно сидеть. То эта энергия тоже опускается вниз. И она на нижнем центре начинает функционировать, а нижний центр отвечает за 3 вещи, и одна из них – это сон. Поэтому так нас раз, и мы так соглашаться будем со всем-то. Да? Да. Если вы в йоге занимаетесь какой-то практикой или какой-то комплекс хотите изучить йоги, должны держать в фокусе, что в первую очередь нужно работать с этим телом просто. Держать его постоянно в тонусе, чтобы оно ровно сидело, по крайней мере, если больно сидеть. То есть мы будем изучать, почему эта боль возникает, как от нее избавляться. И когда вы будете заниматься непосредственно йогой, включайте именно этот механизм очищения этих центров, которые приносят нам боль. То есть пока наше тело будет грязным, зашлакованным внутри, не гнуться, не сгибаться, мы не сможем уйти вовнутрь и почувствовать это счастье, а более того его увидеть. Потому что мы во внешний мир будем отходить. Посмотрите, стоит человеку заняться, например, пранаямой. Знаете, такая техника есть, да, пранаямы? Дыхательная там, да, разная. И вот человек сидит, например, дышит. Что-то нога заболела у меня. Все, это значит уже не пранаяма. То есть все, человек вышел с медитации. Или зуб болит у человека, да, например. О какой медитации может быть речь? Поэтому первые шаги начинаются с грубого тела.
То есть отношение, то есть йога в этом случае, это отношение вот с этой грубой оболочкой, перевести ее в порядок, потому что это очень мощный ресурс для счастья, вот это тело. Если мы на него не обращаем внимания сильно, ну так, только кормим его, моем так периодически, не всегда, а так периодически, ну расчесываем там, одеваем его как-то и все, и больше не смотрим за тем, что там внутри происходит, рано или поздно эта оболочка нам даст о себе знать. Да, она будет говорить нам, ну что, пора уже на консультации идти. Коллегу Геннадьевичу, да? Ну пора уже, потому что так-то охота на лекцию пойти или на море, но вот скорее всего на консультацию надо идти. То есть мы встанем перед выбором, а потом у нас уже выбора не будет. Потом точно будем знать, что надо ехать лечиться коллегу Геннадьевичу или еще куда-нибудь, в какую-то клинику. Все, потому что тело говорит, ты не обращал на меня внимания. А я нуждаюсь во внимании. А это же внимание, это что такое? Да синоним любви, конечно же. Мы внимание друг другу уделяем. Почему? Мы нуждаемся в любви. Это тело тоже хочет любви. Она говорит, обрати на меня внимание. Поддерживай меня. Я хочу быть здоровым, я хочу быть полезным тебе. Это тело говорит. Все, если человек будет обращать на это внимание, уделять внимание этому телу в виде питания, режима дня, общения, получения знаний, духовной практики, мы разберем это все потом постепенно, то это тело потом отблагодарит нас очень сильно. Очень сильно отблагодарит. Например, я иногда в Гималаях встречаю йогов таких, которым там под 200 лет, представляете? Это минимум, я просто сказал, чтобы вас не шокировать. Так. И он светится счастьем, потому что он достиг этого благодаря вот этому телу. Он держал его постоянно в чистоте, заботился о нем, трудился над ним, не нагружал его чрезмерной там какой-то практикой, а давал ровно столько, сколько это тело может выдержать. И это тело развилось очень хорошо, оно не болеет, не скрипит, ничего там. Единственное, что оно может быть с виду кажется таким медленным, старый, потому что человек, хотя на вид ему может быть лет 70 там. 70, 60 где-то так и все. Но внутри человек себя чувствует очень счастливым. У нас до 8 часов, да, занятия здесь? 8-10, даже еще 10 минут будет. Угу. С чего нужно начинать этот поиск? Потому что мы, в принципе, находимся в поиске все. Мы что-то ищем. Может быть, мы себе не признаемся в этом, но мы постоянно будем искать что-то. Нам будет недостаточно того, что у нас есть. То есть человек не сможет стать полностью счастливым, не получив определенные знания, как быть счастливым. И, например, вот эти собрания, то, что мы здесь проводим, они на самом деле должны построены быть так, чтобы человек нашел то, что ищет. В принципе, мы все ищем одно только. Только мы хотим это найти разными путями. Например, изначально, когда душа, то есть мы как духовные существа, входим в материальную оболочку, мы в любом случае получим тело через женское тело. То есть мы войдем в чрево матери вначале, да? Мы туда войдем сначала. Потом, через какое-то время у нас будет формироваться грубая оболочка, мы к ней должны привыкнуть. И до того, как мы входим в чрево мамы, наше сознание, оно бодрствует в этом время очень хорошо. Мы очень четко, трезво мыслим. Как личность мы не теряемся, мы остаемся в хорошем тонусе. Более того, мы даже себя комфортнее чувствуем, чем в этом теле, потому что это тело, оно нас иногда ограничивает. Да? Иногда мы видим, как летают птицы, и думаем, вот бы тоже бы, да, пролететься бы над горами. И наше желание кто-то исполняет. Наше желание исполняется когда? Во сне. Кто-то во сне летает. Летал кто-то во сне. Причина только одна. Мы когда-то этого хотели. Другой причины нету.
Или, например, плавать. То есть любая деятельность, которая с нами происходит, это плод нашего желания в прошлом был. То есть это грубое тело не всегда нам даст возможность испытать максимальное какое-то наслаждение от деятельности. Оно ограничивает нас. Поэтому многие стремятся к такой мистике в йоге. Они хотят быстро научиться левитировать, например, в теле перемещаться в пространстве. Или телепортация, например, это быстро исчезать и возникать в другом месте. Может быть, это я уже, далеко сейчас шагнул. Но так как здесь люди разного уровня находятся, мне придется, вы должны как-то привыкнуть, что мне придется вот так вот, гибко лавировать. То есть с одной темы на другую, потому что охота, всех удовлетворить. Каждый же зачем-то пришел сюда. И все это есть. Йоги могут это делать. Каждый из нас это может делать. Просто нужно получить образование, нужно развиться. И тогда это все возможно. Ничего в этом такого нету. То есть с чего нужно начать этот поиск? То сначала нужно понять, а что я вообще хочу? Иногда же наши желания не могут быть обманчивыми. Например, человек думает, я хочу в Индию поехать. Желание просто в Индию. Все ездят в Индию, я тоже хочу в Индию поехать. Я хочу в Индию, я хочу в Индию. Желание возникает, желание. И приходит время какое-то, и раз человек едет в Индию. Приезжает в Индию, только с самолета выходит с аэропорта в город. Первое желание возникает обратно улететь. Вот это у всех было. Вот кто первый раз прилетает, у всех. Те, кто не занимается духовной практикой, а вот так, просто на амбициях, на эмоциях я хочу в Индию, как только они выходят с аэропорта, сразу же я хочу обратно улететь. Во-первых, жарко всегда там, даже зимой. А так как там в основном в Индии люди не думают о материи, они больше о духовности думают, а их мыслительная вот эта вся система, она очень сильно эманирует на пространство. А люди туда приезжают с материальными желаниями, с грубыми, и они не могут соприкоснуться, то есть не могут войти в гармонию с духовной энергией. Эта духовная энергия выталкивает их. То есть внутри человек на подсознании думает, я точно здесь не получу то, зачем приехал. То есть шашлычков с кириешками, пива, этого не будет здесь точно. А он это чувствует, что здесь этого не будет просто. А объяснить себе не может. Поэтому первое желание уехать возникает. Даже если его удержать, как-то сказать, подождите, не торопитесь, немножечко побудьте здесь. И буквально день-два, эта духовная энергия от этой среды духовной, она начинает сжигать, вытеснять эти материальные желания. И потом человек думает, в принципе, ладно, не буду пока торопиться уезжать, подожду. То есть надо подождать. В принципе, вроде бы здесь не так-то все плохо. И стоит ему добраться до первой реки какой-нибудь, если мы в Гималайи едем, там Ганга, она сразу с одним омовением снимает большой-большой пласт кармы тяжелой. Просто вот так. Одно омовение просто. И человек только погружается в Гангу, он сразу думает, я не зря приехал сюда. Вот это изнутри возникает такое состояние. Все, теперь через эту призму он начинает мыслить, есть что-то высшее, есть что-то лучшее, но что именно, я пока не знаю. И у человека в этот момент формируется такая структура мышления, что он должен теперь посвятить себя поиску этого чего-то непонятного. Нужен поиск. То есть нужен поводырь какой-то. А так как поводырей нет, у человека просто включается некий механизм, некого такого, навигатора внутри. Какой принцип навигатора? Он прокладывает путь, к цели. То есть мы ставим цель какую-нибудь, включаем на кнопочку какую-то и выкладывается какой-то маршрут. Если мы строго следуем маршруту, то большая вероятность, мы очень быстро достигнем цели, потому что навигатор, он что делает? Он выстраивает траекторию такую, или такой путь, который включает в себя минимальное, в общем, соприкосновение с препятствиями. То есть самый короткий путь вычерчивает. Но бывает такое, что люди иногда проезжают повороты, нужные. Где-нибудь задумываются, там где-нибудь в облаках летает. Я наблюдал много раз так. Ой, что-то проехал. Так, я, наверное, проехал. Ой, что делать? Остановиться надо. Особенно женщины. Потому что их мышление, оно настолько интенсивное, что за рулем они настолько сосредоточены просто. Если, не дай Бог, что-то они проехали где-то мимо, то первое, что им нужно сделать, нужно остановиться просто. Остановиться и подумать, куда сейчас ехать.
Есть такая поговорка: не знаешь направления, нет смысла двигаться. То есть больше времени можно потратить. Нужно остановиться и подумать, куда. И вот надо остановиться и посмотреть, куда навигатор теперь проложит путь, перепроложит. И, как правило, этот путь будет уже длиннее. Здесь то же самое, в этом поиске, про который мы сейчас говорим, принцип такой же. То есть, если мы ставим цель перед собой, находим хороший навигатор, не китайский ширпотреб какой-нибудь, а хороший, кто нам задаст эту программу, цель, как достигается эта цель. То есть маршрут проложит этот. И если мы строго следуем этому маршруту, мы достигнем цели. Но стоит нам расслабиться где-то, подумать, это не важно, принизить степень значимости каких-то действий, практики нашей, йоги или не йоги, там может быть, не важно, то большая вероятность, что мы на время сойдем с пути. И кто-то нам, какой-то навигатор, проложит другой путь. Где этот навигатор будет? Другой. В уме, все верно. Наш ум скажет, а давай вот так пойдем. Мы тоже дойдем к цели, он скажет. Причем он не признается, что этот путь короткий. Он скажет, этот путь удобный. Йога подразумевает, что мы в фокусе держим всегда цель и не отходим от нее. Мы не тратим время. Мы будем затрагивать одну из тем, это тема времени. Что это за энергия такая? Она очень могущественная, эта энергия. Вот с ней нужно сотрудничать с этой энергией. Другими словами, нам нужен хороший путеводитель просто. Если мы хотим что-то найти, если мы в поиске находимся, для себя мы должны сначала понять, что я ищу, а потом найти того, кто это уже нашел. Все, и что делать потом дальше? Восстановить с ним йогу, с этой личностью. То есть связь, установить отношения, контакт установить. С этого начнется наука взаимоотношений двух личностей. С кем поведешься, того и наберешься, да? Все, если мы начинаем общаться с такими людьми, неважно, может даже не с такими людьми, с любыми людьми, если мы начинаем общаться, то мы перенимаем их вкус, перенимаем их знания, перенимаем их опыт, перенимаем их привычки, много-много что к нам перейдет. И вот этот выбор, он останется за нами свободный. Мы сами должны выбрать, за кем я пойду, с кем я буду общаться. Никто не имеет права никому навязывать, что надо вот так идти, а не вот так. Нет, этот выбор будет только за нами. Лучше самому его сделать, этот выбор. Потому что если мы не достигнем цели, мы обязательно обвиним того, кто нас направил куда-то. Скажем, ты мне сказал, поэтому не слушайте. Слушайте свое сердце. Оно подскажет вам, куда идти. Вот эти все дни, которые мы здесь будем проводить, здесь утром в это время, все это будет касаться вот этих тем. Кто такой я, кто такой Бог и какие мои с Ним взаимоотношения. Как их строить, эти отношения. Какие у нас есть ресурсы, что это за оболочка такая. Что там внутри заложено, что здесь в нас внутри огромный просто конгломерат событий внутри может протекать у нас. У нас очень много возможностей у каждого из нас. Нам нужно только их раскрыть и развить. Все уже есть у нас, не надо уже ничего искать, мы нашли. Теперь надо это раскрыть. То есть у нас есть сундук с драгоценностями, есть ключ к этому сундуку. Вот только открыть мы должны сами его. Вот и все. Ну вот в принципе такая будет тематика у нас на протяжении всех этих занятий. Давайте с первого раза мы не будем глубоко погружаться в это сейчас. Может быть сейчас какие-то вопросы будут, пообсуждаем их. И потом уже настроимся на другие дни. Не стесняйтесь. Практикой, йоги непосредственно. Я бы с удовольствием, конечно, но вот организаторы решили, что холодно очень на улице, а мое время как раз йоги, оно было утреннее, если вы помните, да, те разы, и оно было на корте, потому что большая часть людей уходит как раз на йогу туда.
То есть это сейчас просто маленькие части, вот они сейчас там, и где-то еще, по-моему, да, занятия. А в этом зале мы уже думали, в этом зале я проведу только 2 занятия по йога-нидре. И то нам придется вынести все стулья из зала. То есть буквально за полчаса до занятий сюда мужчины какие-то придут, кто захочет помогать непосредственно. Нам нужно будет все стулья вынести, чтобы вместились люди. Потому что большое количество людей. Например, если бы сейчас объявили, что будет йога, вот там на корте я буду проводить, то 80% гостей фестиваля, они бы ушли туда на йогу. И там было бы очень тесно даже на корте. Да, а так как холодно, врачи, они здесь смотрят за этим и говорят, то это сразу надо будет вызывать людей, скорую помощь там для многих. В общем, напряжение будет очень. 2 дня, если позаниматься, там многие начнут болеть, потому что что такое болезнь? Болезнь, это да, идет очищение, то есть организм чистится, но немногие же это понимают, что идет чистка. И все сразу начинают как-то хмуриться и страдать, и осуждать, и критиковать свою жизнь, судьбу свою, врачей, еще кого-то, фестиваль, что я вот заболел. Единицы могут понять, что это благо для меня сейчас, что я болею, что выходит какой-то пласт тяжелой кармы с меня, просто выходит, благо здесь условия создались. Но так как мы не фанатики, то есть мы еще не готовы к таким аскезам, так лечиться от кармы тяжелой. Вот организаторы не взяли, вот так вот, это буквально вчера приняли решение, что мне придется здесь давать лекции каждый день здесь по утрам. Если в какой-то день, хотя Олег Геннадьевич настаивал, чтобы все равно была какая-то разминка на улице по утрам немножко. Может быть, в какой-то день потеплеет, можно будет потеплее одеться и выйти на корт, и может быть я что-то проведу. Ну а так вот будет занятие только там. Где же йога идет, да, сейчас? Пранаяма здесь идет, да? Йога наверху, да? После обеда? А расписание, что в расписании там? На поляне у меня занятие. Ну вот, здесь еще одно расписание. Вот. Хатха-йога будет на 2 этаже с 6:30 до 80. Вот в это время как раз. И в это время пранаяма идет. И в это время еще цигун идет. А? Да. Первые фестивали это проводилось все одновременно. Когда был большой зал, когда не было еще всего вот такого в головах у людей, и то, хочу, все хочу сразу. Мы проводили сразу одновременно все. Большой зал, все приходили. Кто помнит, в Кучугурах первые, кто-то был на тех фестивалях? Первые фестивали в Кучугурах. Полный зал в 5 утра, мы уже в 5 утра мы начинали. Один даже раз 4:30. Один фестиваль, мы с 4:30, полный зал. Людей, там стульев не было, там все на полу сидели, как йоги. Мы же йогой заниматься приехали. Да, и там была сначала практика, медитация была. Мы ее будем здесь практиковать. Скорее всего, мы включали на экране слайды специальные, чтобы деятельность ума, она фиксировалась на чем-то, не разлеталась. Потом пели гимны ведические, то есть звуком чистили себя сначала, настраивали. Потом была лекция по Шримад Бхагаватам, где-то минут 40. Мы погружались в философию, в гьяна-йогу погружались. Сначала мантра-йога была, потом была гьяна-йога, это йога знаний. Вот мы сейчас занимаемся гьяна-йогой. И потом у нас 1,5 часа шла практика хатха-йоги и еще где-то 20 минут пранаямы. Потом вопросы-ответы, и потом все шли на завтрак. Такая была сейчас практика. Но сейчас зала не позволяет это все делать. И у людей очень много желаний разными другими практиками заниматься. То есть и организаторы, они пытаются удовлетворить желания всех. Хотя вот здесь многие не удовлетворены. Йога, охота позаниматься, да? Так хочется, да? Ну вот, я даже не знаю, что сказать вам.
Я не против этого. Но если только, не дай Бог, вы это скажете всему фестивалю, что здесь в конце мы выходим на корт, то многие убегут вот с тех занятий. И с этих все туда пойдут просто. И это будет просто на эмоциях, на амбициях туда все пойдут. А потом через 2 дня начнут болеть кто-то, потому что многие еще не успели перестроиться, организмы еще такие не адаптированные для таких условий. В основном здесь 50% людей это квартирные люди. Люди, которые прожили очень много времени в бетонных коробках, то есть в пространстве закрытом. И организм, он не обогащен праной сильно. Он работает в неком таком автономном таком, знаете, режиме максимальной защиты от этого бетонного всего, вот этого всего, в общем. И эти люди не сильно активные. Да, их мышление, оно немножко такое суженное в рамках квартиры. И когда мы выходим туда сразу заниматься, то открываются внутри каналы разные, пранические. И прана туда влетает, знаете, как вода в губку. Если губку вот так разжимать, она в себя впитает. Прана сразу начнет напитывать организм. А что делает прана? Какая ее функция праны? Она чистит и она сжигает зажимы, запоры всякие там, черную вот эту энергию, она просто ее сжигает сразу. И это будет происходить сразу же со всеми. Почему многие, кто уже готов, они себя чувствуют так классно после йоги, да? Все, потому что там уже все прочищено, и прана обогащает, и у человека просто озарение происходит. А когда там еще все не прочищено, прана начинает это все вымывать, на грубом плане начинают вылазить болезни. Сопли, кашель, ангины, гриппы, поносы, там, что там еще, в общем. все, что вот, все прелести начинают. А на самом деле это просто грязь выходит, и все. Поэтому очень опасно. Я не против, я только за. Мне сказали, организаторы прям вот так сказали. Не дай Бог. Я только за. Я готов вас прямо сейчас всех на море увезти и всех омыть там просто. Но я это делаю только в Гималаях, там я беру ответственность. Здесь я не беру ответственность. Здесь я только беру ответственность за знания, которые здесь выдаются, и все. Поэтому, если кто-то хочет экстрима такого, утреннего, хорошего, я вас приглашаю всех в Гималаи. Да, первый заезд, не первый, он уже долгий, мы уже много лет туда ездим. 2 раза в год, и вот этот следующий заезд у нас будет 16 октября, если кто-то успеет, у кого есть ресурсы, возможности, желание, время. У вас еще есть время, на самом деле, за 2 недели, чуть меньше, да. Открыть визу и купить билеты, пожалуйста, не пожалеете, потому что этот тур, он будет необычный, очень удлиненный будет. Мы не только в Гималаях будем. А следующий будет летом, где-то июнь. Я попозже потом цифры вам скажу. Длительность? Да. А можно по-разному, там гибкая система, например, кто-то не может на месяц, у кого-то отпуск 2 недели. 2 недели, да, можно 2 недели. Группа по-разному, где-то максимум, где-то в этот раз летом 70 человек была группа. Сейчас где-то человек 50 будет, потому что осенью уже немногие в отпуска могут. Да, где-то так. Прямо сейчас набираю. На лето, прямо сейчас. Да, можно регистрироваться просто и все, на сайт зайти, valmiki.ru. Потом я это расскажу поподробнее. Зайти, там есть регистратор, который все объясняет, что брать с собой, сколько стоит, смету всю, какой маршрут ваш будет, все просчитывает, вам говорит, помогает визы брать, билеты, где там, чтобы это дешево было, недорого. Да, регистрироваться прямо сейчас можно. valmiki.ru. В России? Мы вот сейчас встречались в одном месте, здесь недалеко. То есть собралась группа такая людей, кто ездил в Гималаи в разные года. И мы решили собраться просто в одном месте, там было около 2 или 3 тысяч человек. И из них, многие в Гималаи ездили со мной. И мы решили собраться, там, это их желание было людей. И нас там человек, наверное, 10 или 15 собралось.
И то есть у нас появилась такая потребность, я раньше это говорил, давайте в России организуем сбор такой, где будут собираться такие люди. И вот в этот раз мы решили активизироваться и подумали, мы можем раз в году собираться в российских Гималаях. Где они находятся, кто знает? Алтай. Алтай на самом деле это сторона Гималаев. Именно вот это ближе. И они находятся как раз посередине. Что очень много людей с востока приезжает в Гималаи. И с Европы, с Урала, то есть Сибири. И мы решили, что мы раз в году будем проводить где-то 10-дневный такой ретрит именно на Алтае. То есть и треки там будут, и общение будет, и образование будет, и отдых будет. То есть все там попробуем организовать. Поэтому у кого будет желание, тоже можно быть на связи, держите руку на пульсе. Мы сейчас куда-то в другую сторону ушли. Заметили? Это так Гималаи тянут на самом деле. Еще может быть что-то? Мы больше сейчас знакомимся на самом деле. Сейчас знакомство у нас идет. Оно такое мягкое очень. Потому что там дальше будут какие-то темы, я буду так немножко, знаете, строгость. Иногда нужна строгость. Знаете, учителя иногда строгие должны быть. Для того, чтобы ученик был серьезный. Да. Сейчас мы пока просто немножко готовимся к этому. Эта строгость, она несет счастье на самом деле. Это не такая строгость, которая боль приносит. Например, по секрету, вот как раз для вот этой группы, раз вы самые такие целеустремленные, открою сердце свое. Сегодня ровно 10 лет, как я поступил в этот институт. Вот это институт на самом деле. Мы его так зашифровали, что это фестиваль на самом деле. Здесь институт, здесь можно получать образование, получать сертификаты, да. 10 лет назад он открылся, этот институт. 10 лет назад я в него поступил как студент. И 10 лет назад я очень строгую получил оплюху от наставника, от Олега Геннадьевича. И она до сих пор мне счастье несет. Очень строго. Он так строго сказал мне одну вещь. Я сначала воспринял, что это тяжело, а буквально через какие-то там 3-5 секунд я понял, что это просто счастье такое. Оно вот как раз в такой форме пришло ко мне просто. И с этого момента у меня началась другая страница моей жизни. За счет строгости. Потому что если бы это он не строго сделал, а как-то так, не факт, что это бы произошло бы. Дистанционное обучение, конечно, это самое лучшее обучение на самом деле. Но нужна квалификация обучаться дистанционно. Например, это обучение, оно может быть разное же. Например, в нашем мире материальном, в грубом, дистанционное обучение как происходит? Заочное образование, да, просто человек получает какой-то материал и какое-то время к нему готовится, как может. Никто за ним не смотрит, а потом приходит время, он приезжает, сдает экзамены или не сдает их, в общем, вот такое образование происходит. Да. В этом, как бы в духовной жизни, а это образование происходит каждый день. Потому что, то есть для того, чтобы проходить такое образование дистанционное, нужна йога, то есть связь должна быть между учеником и учителем. Если эта связь существует, все, тогда вы образование можете получать каждый день. Учитель вам будет каждый день давать наставления, давать знания, проверять вас на практике. То есть практика и теория одновременно, как две ноги, как два крыла у птицы будут. Каждый день, это йога называется. То есть вы находитесь в цепи ученической преемственности с учителем, и он у вас в сердце, вы его прям чувствуете. Например, если человек к вам подходит и говорит: можно я вперед вас встану, мне сейчас надо вот срочно купить что-то там. А вы уже стоите очень долго в очереди. И прямо вот перед вами, прям вот уже немножко осталось, когда вот чуть-чуть, прямо перед вами подходит какой-нибудь человек и говорит: а можно вот я вот тороплюсь, вот у меня вот, мне некогда. Что внутри может проявиться? Пожалуйста,
Конечно, бывает. Оно так и должно быть. Оно так и, пожалуйста, бывает, когда вы только подошли в очередь. Вот вы только подошли, и когда кто-то подходит, может быть, пожалуйста, конечно. Но когда вы стоите уже минут 40, как-то это пожалуйста, оно как-то может быть и пожалуйста. Но внутри вы еще долго будете стоять и думать, так. А внешне может пожалуйста быть. То есть есть разные стороны. Это в зависимости от уровня развития человека, как он развивается. И вот вы должны понять, что это гуру, это учитель вам урок создал, где вы можете поработать над чем? Над каким качеством? На смирение. Вот урок, пожалуйста. И вот это называется духовное видение. Вы видите, что все в этом мире происходит по воле Бога. А духовный учитель, он как представитель его, сакшат дхари на санскрите. То есть представитель Бога. Он в этом мире устраивает все для ученика. Говорится, если вы нашли учителя, ваша вся жизнь будет счастливой. Потому что это долг учителя создать счастливую жизнь для ученика. Позаботиться, чтобы он не страдал в этом мире. И теперь только будет зависеть от ученика, насколько он будет доверять духовному учителю. Насколько он будет выстраивать эту йогу с ним отношений. Говорится, это самые сладкие отношения в этом мире. Положите на весы отношения родительские, супружеские, дружеские, любовные. На одну чашу весов положите. А на другую чашу положите отношения ученика и учителя. И вот эта чаша перевесит очень сильно вот это все. В Бхагавад-гите об этом говорит учитель. Я направляю скитание всех живых существ. То есть Бог в сердце направляет всех. И Он создает разные ситуации интересные. Если человек обладает знанием, он будет счастливым. Если он не обладает знанием, он будет говорить, что ты встал вперед меня? Встань в очередь со всеми. Кто ты такой вообще? Все стоят, и ты иди вставай. Все это значит, у человека нет знаний, просто человек пойдет спокойно, встанет. Разум. Нужен сильный разум, чтобы понять ситуацию, очевидность ситуации. Сильный разум нужен. Потому что разум, он точно делает определение. Вот так. А иногда не нравится, что вот так вот. Поэтому надо что-то другое придумать, чтобы нравилось. И тогда включается ум человека. И он начинает говорить, а это вот так. И вот так, например. Ой, птичка на меня что-то вот наложила мне здесь. Это к деньгам. Это ум. Ему удобно так думать. Это к деньгам. Пусть лежит, не буду убирать. К большим деньгам. Да нет, саттва-гуна разум говорит, убери это все. Каким деньгам это? Просто ты вот оказался не в том месте, где ты стоишь не там, где нужно. Ты стоишь в туалете примерно. То есть твое сознание, твое мышление, оно сравнивается с атмосферой туалета. Раз сюда падают испражнения. Почему-то они вот не сюда вот упали, а вот прям вот сюда или сюда куда-нибудь. Да? Это разум. Но он говорит, нет, это к деньгам. Поэтому только от разума будет зависеть. Работа с разумом – это самая сильная работа, самая нужная работа у ученика. Потому что разум, он умеет определять или разделять дух от материи. То есть полезное от неполезного, нужное от ненужного, благоприятное от неблагоприятного. Только разум разделяет, это его функция. Отличить дух от материи, грубый мир от тонкого мира. Все, тогда вы не ошибетесь. А иначе навигатор будет перекладывать дорогу. Если вы будете с платформы ума мыслить. Почему не будем? Мы же только первый день сегодня здесь. Кто знает? Например, в Гималай мы приезжали летом, а это сезон дождей, как правило. И вот сколько раз мы уже ездим летом, везде идут дожди. И открываете интернет, там показывают, у вас дожди, где вы идете. Но там, где едет наша группа, дождей нету.
Вот их нету просто. Все удивляются, как это вообще? Это же нереально, они говорят. Прогноз говорит дожди. Итак, посмотреть, если на горы залезть, посмотреть, то вокруг тучи. Везде идут дожди. А там, где наша группа, что-то дождей почему-то вот нету. И так можно мыслить, да. На самом деле, что вам мешает сидеть в асане сейчас? Посадить? Я вчера об этом думал, подумал, я не буду с первого дня это делать. Нет, сейчас уже поздно, сейчас уже осталось немножко времени. Здесь не так много народу, просто тогда нужно будет что делать? Перед тем, как начинаются занятия, берите с собой коврики. Мужчины, берите вот так стулья туда, просто вот так тупо просто. И вот здесь будет какой-то пятачок. Нас немного народу здесь. И потом также просьба будет, когда заканчивается лекция, мужчины, которые здесь будут, быстро, да и женщины, стулья не тяжелые, быстренько раз, на место все поставили. И тогда мы будем совмещать йогу с сознанием. Но если это нормально будет, хорошо? Тогда мы сегодня получим благословение от организаторов. Попросим их. Ключ от дверей. Чтобы изнутри закрыть. Иначе все сюда прибегут. Да? Не, пранаямой пусть занимаются. Пранаяма нужна. Главное, чтобы счастливы были люди. Кто-то вот, девушка, что-то... Да, они же есть в расписании, вопросы-ответы. Нет у меня йоги в это время. Где у меня в это время? Нет, будем проводить. Даже медитируем, надо все вместе помедитировать, чтобы одно занятие в конце провел мой духовный учитель на вопросы-ответы. Пришел. Позовем его. Как-то вот попробуем подумать об этом. Мы уже думаем об этом как-то. Но опять же, это от его еще зависит, насколько он будет. Я думаю, что все произойдет должным образом. Еще кто-то что-то спросил, я извиняюсь. Угу. Мы же дети его. Мы согласны? То есть мы принимаем эту концепцию, что мы его дети. А у нас наш родитель. Ему просто интересно, чем мы здесь занимаемся просто. Не просто, чем мы здесь занимаемся, он хочет нам счастье дать. Например, если мама заходит в комнату или папа к ребенку, и единственная мотивация, зачем туда родитель входит, проверить, счастливый ли ребенок у него. Если он несчастный, нужно сделать его счастливым. То есть, что ты плачешь? Кушать хочешь? Вот тебе молочка. Что ты хочешь? Игрушку? На тебе игрушку. Ну и так далее. Так и Бог, Он приходит в этот мир посмотреть, чем дети его занимаются здесь. Счастливы они или нет. Несчастны, так, а что надо ему? Вот это возьмите. А вот теперь остается только свобода выбора за нами. Брать это или не брать. От чего это будет зависеть? Возьмем или не возьмем? В принципе, мы готовы. Я готов всегда. Разум. Угу. Связь. Ага. Человек это, понимаете, человек это не живое существо. Если так разобраться сразу. Это я для вас говорю непосредственно. Вы вопрос задали. А все сейчас остальные должны подслушивать просто. То есть человек это комбинация элементов. Это как машина. Как машина. Что там? Металл, пластмасс, резина, жидкости какие-то, да, есть горючие. Но это мертвая материя. Когда она живет, эта материя? Когда водитель сядет за руль, да, и бжим. Все, она вся зашевелится, сразу загудит, загорится там вся. И может даже поехать. И ребенок скажет, что машина живая. Но человек разумно скажет, нет, машина мертвая, водитель живой.
человек – это комбинация элементов. В принципе, вот эта оболочка, она не должна знать, что Бог есть. А вот я как личность, как душа, я это знаю. Я это знаю, что Бог есть. Но когда я вхожу в эту машину, эта машина не такая машина, как эта машина. Она более совершенная. Включается очень много механизмов. Я там буду ставить еще некоторые. Вот каждый день я буду включать какую-то часть этого текста. И там будет описываться, как душа входит в этот город. Это город на самом деле с 9 вратами. 2 глаза, 2 носа, рот, уши и органы выделения. Это как город. Душа туда входит и растворяется в нем. И она уже не помнит. Это ее желание было забыть его. И Бог исполняет это желание. То есть он приходит и говорит: что ты несчастлив? Да, а как ты хочешь быть счастливым? Я хочу тебя забыть, я буду счастливым. А, нет проблем. Вот тебе оболочка. Ты в нее входишь и забываешь. Теперь нужно вспомнить. Обратный процесс включить нужно. Теперь нужно вспомнить. На самом деле до 1,5 года дети знают Бога. Точно знают, потому что они увидели только что. Еще 1,5 года назад ребенок видел Бога прям глазами. Он там, в сердце. Потому что этой оболочки еще не было. Сознание было чисто, оно еще не успело обусловиться этим телом. И душа, она видит в это время Бога, она возносит молитву, она радуется, она счастливая. Она говорит: я хочу всегда тебя видеть. Все, а потом получает оболочку телесную. 1,5 года еще помнит, даже в теле. Сказать не может, об этом люди не поймут. А и интеллекта нет у ребенка об этом говорить. То есть еще не развился интеллект. И потом, так как родители не поддерживают это настроение, они же забыли, они полностью отсутствуют в этом мире. И что они ребенку дают, родители? Они дают ту концепцию счастья, которую они уже сами пережили. И одна из граней этой концепции счастья, это та, которая говорит, что Бога нету, я Бог. И вот это навязывается ребенку: Бога нету, я Бог. Я твой Бог. Вот тебе нужен хлеб, я тебе несу хлеб. Тебе тепло нужно, я тебе несу. Я твой Бог. То есть ложное эго включается у родителей. Ребенок что делает? Он впитывает от родителей это. И тоже становится эгоистичным, потом вырастает. Но если родители с самого рождения начинают ребенку говорить о Боге, напоминать ему, тогда он не забудет его никогда. Прям с детства так и будет. Более того, как только интеллект прорежется у ребенка, где-то примерно в 5-6 лет, уже более-менее такой хороший будет, уже осознанным, если это духовные дети, то в этот момент они меняются ролями. Теперь ребенок становится гуру. Он учитель теперь. Потому что он только что видел Бога, еще 5 лет назад, у него это в памяти еще остается. Он начинает родителям своим говорить, кто такой Бог. Он их побуждает ближе к нему подходить, ближе его осознавать. И так они друг для друга становятся учителями и учениками, меняются. То есть с этой платформы они уже не понимают, что я твой родитель. Потому что я такая же душа, как и ты, просто у нас тела разные и все, машины разные. У тебя Мерседес, у меня БМВ. У тебя новая, у меня уже... Но мы как водители одинаковые. Напоминаем просто и все. То есть вопрос, воспримем мы милость Его, да, или нет? Если Он придет к нам что-то дать нам, возьмем мы или не возьмем? От благочестия, во-первых, зависит, да, то есть насколько мы благочестивые. А во-вторых, понимаем ли мы, вот кто-то сказал, там девушка сказала, разум, да, от разума. Понимаем ли мы разум, что это Бог пришел к нам? Ну как мы можем понять, что это проявление Бога сейчас в моей судьбе? Если нет знания, если нет разума, мы не поймем. Поэтому мы и принимать не будем. Например, мне в свое время пожертвовали машину. Ну, я как монах просто, иногда люди жертвуют что-то. И первая моя реакция была такая: зачем мне нужна машина вообще? Это же лишняя головная боль. Это ее заправлять, ездить на ней куда-то надо, что-то ремонтировать ее потом. Это просто вот голова вот такая будет. И я отказывался, говорю, не, мне не нужно. Зачем мне эта машина нужна? Но этот человек был очень хитрый. Он сказал, нетушки, дорогой монах.
твоя обязанность, то есть моя обязанность жертвовать монахам, а твоя обязанность принимать то, что жертвует. Поэтому берите, пожалуйста, и не возникайте. И вот это я уже понял, что вот это уже воля Бога. Потому что человек с платформы знаний это говорит. И мне пришлось взять ее просто и все. Взять ее там, продать и на эти средства построить храм, ну или часть храма какую-то. То есть как-то трансформировать этот ресурс. Потому что машина, она не нужна как таковая. Зачем она нужна? У меня на месте никогда не бывает. Ну, то есть мы должны включать разум. Что, вот, например, Бог сейчас нам дал что? Создал условия в этом центре. Да? Пожалуйста, приходите, получайте образование. Но находятся такие люди, которые спят еще. Верите? Знаете, что сейчас кто-то еще здесь спит у нас в центре? А потому что он не понимает, что это воля Бога, что Бог нам сейчас дает возможность такую. А потому что в старости уже не будет этой возможности. А вот сейчас в зрелости, в юности еще есть такая. И он говорит, давайте, учитесь, идите, пожалуйста. Специально вам погоду плохую сделаю, чтобы вы по морям не ходили, получали образование. Например, у нас сейчас фестиваль был на море, и погода была очень холодная. Но за счет вот этой холодной погоды все собрались в одном месте, все прям. Там огромный пандал построили, все туда собрались. И такое тепло сразу все. Ну, не физическое тепло, а отношение, что все рядом, все в одном месте. А если бы была погода хорошая, не факт, что все собрались. Угу. Детей с собой брать куда? На благость? А, на лекцию сюда? Нет, дети пусть спят. Сколько дети? Сколько лет? Пусть спят вообще. Для них это, вот это воля Бога для них, спать сейчас. Да. Для детей сейчас самое время. Иначе они сюда придут, они что сделают? Самое ненужное, что они могут сделать для вас, как для мамы? Они заберут ваше внимание. И тогда вы образование не получите, и им внимания не отдадите полностью, сколько. Они же будут требовать внимания к себе. И ваш долг, как мама, отдать это внимание. Это любовь называется. Но если вы говорите, ну-ка, давай замолчи, ну-ка ты же. Тогда, мама, зачем ты меня сюда вообще привела? Я же вообще ребенок. Для меня это йога, она вообще... Дай мне игрушку лучше какую-нибудь, я буду. Да, поэтому пусть пока вот эта воля Бога, они должны отдыхать сейчас просто и все. Хотя очень благоприятно у нас есть программы такие, когда, например, если я даю в храме, например, ну не я, потому что даже другие люди дают в храме лекцию, родители детей своих специально приводят на лекцию. Но эти дети, они уже не такие, что они шумят. Они что делают? Они берут и ложатся. И в это время они получают знания неосознанно. Получают знания. Потом оно включится, это знание, в свое время. И родители это знают, этот механизм. Поэтому не с собой детей водят на лекции. Приходят, ложат, накормятся, там, положат их, все как-то укроют. Будь только здесь. То есть твоя оболочка, грубо, должна быть в духовной атмосфере. Напитываться должна. В этом плане, да. Так надо действовать. Но здесь лучше не рисковать. Даже если спит. Даже если не понимает языка, бывает на английском языке идет лекция, например. Неважно. Важно тонкий план, на тонком плане эмоция лектора, она протекает, вот этот багаж знаний, он пробивает все грубые оболочки и входит в оболочку любого человека, даже таракана. Если таракан ползет, имейте в виду, он тоже милость получает. Серьезно. Я в одном городе был, это было в Казахстане. 3 лекции давал утром, где-то часов, наверное, в 6 утра давал лекции. Это город просто, представляете, люди в квартиру, большая квартира, люди туда приезжали, потому что на работу надо было идти там с 8, по-моему, или с 9. И организаторы сказали, вот можно они к вам на квартиру будут приходить, и класс Бхагаватам будет даваться. Я говорю, ладно. И 3 дня, каждое утро, в одно и то же время, как только начинался Бхагаватам, вот такой таракан приползал и садился рядом. Как только кончалась лекция, он уползал. Только лекцию слушал и все. И уползал. А вот это его и была практика. Сидел. То есть благо получают те. Все, кто слушает звук этот. Потому что на самом деле в этом мире все пропитано звуком. Обращайте внимание? То есть все в этом мире состоит из звука. Это отдельная тема у нас будет. Если человек научится владеть этим искусством, менять пространство звуковое, тогда его жизнь увенчается успехом. Звук.
Слышите звук? Он все внимание забирает, этот звук. Сейчас, если вон там за спиной, у всех здесь там за спиной, появится Олег Геннадьевич и просто он одну фразу скажет. Как дела? Все внимание всего зала вон туда унесется. Сразу же. Это звук, потому что. Тем более мы подвергнем анализу так. Это же Олег Геннадьевич, по-моему. Я скажу, подождите, здесь лекция идет. А вы скажете, да подожди, там Олег Геннадьевич. Звук играет огромную роль в нашей жизни. Чуть ли не самую главную. Вопрос только, что мы слышим, что мы слушаем. Ну что, время 8 часов, еще 10 минут у нас есть. Я не учитель. Ну, до какой-то степени, может, я учитель, но я не тот, который берет учеников. Скажем, я пока еще не тот, может быть, так. Так правильнее будет сказать. Тот уровень, на котором находится человек в таком статусе, ну, который у меня сейчас, учениками такого человека становятся люди без огласки. Вы можете просто принимать наставление. Кто такой ученик? Тот, кто следует наставлениям, правильно? То есть он спрашивает что-то и потом это делает. Не так, что он спрашивает и не делает. Нет, он спрашивает, ему говорят, потому что для него теперь открывается какой-то канал, милость какая-то льется, защита дается, сила дается этому человеку теперь, чтобы он это все делал. И все, ученик теперь это делает. Все, и для этого вот на вот этом уровне не обязательно говорить, там, будьте моим учителем. Просто следуйте, и все, и тогда, да, тогда будет так. Тогда будет отношение ученика-учителя, если вы принимаете. Но есть категории, она же разная, это отдельная тема у нас будет. То есть, вы видели, да, там, по-моему, какой-то день будет ученик-учитель, да? Отношения ученика и учителя. А есть разная классификация учителей. Разная. Есть те, которые как раз берут в ученики. Но для того, чтобы взять в ученики, нужно сначала созреть для этого. А чтобы созреть, нужно как раз вот такие сначала отношения попрактиковать. То есть выработать смирение, подготовку пройти, какие-то фундаментальные знания получить о духовной жизни. То есть науке это обучиться, хотя бы простые какие-то азы знать. Потому что потом, когда у вас появится учитель, а он появится однозначно, потому что это цель жизни человека, найти учителя, то вы должны уже быть готовым к тому, потому что учитель будет давать наставления, которые вас очень быстро будут развивать духовно. Вы очень быстро будете становиться счастливым человеком, очень быстро. И если ваш уровень как бы слабый очень подготовки, то тогда учитель вам и не будет говорить каких-то наставлений, чтобы вы быстро росли, если вы не подготовились. То есть нужно созреть, чтобы получить милость, чтобы получить счастье, это огромное, безграничное причем. Сколько процентов мозга у нас работает? В среднем, скажем так, в среднем. Нет, больше 2 не говорите. Туда чуть-чуть ниже говорите какие-то, 5. 0,5 вы хотели сказать, да? Вот 0,5 это нормально. В среднем. Так вот, а учитель может давать, ну я для сравнения скажу, у Эйнштейна 4% мозга работало, 4,5. Вот можем сказать, 5 ли у нас или не 5. То есть, учитель может давать такие знания нам, которые будут затрагивать другие пласты нашего мозга, работы, чтобы мы стали счастливыми. То есть, чем больше работает процентное соотношение нашего мозга, тем больше мы можем счастье испытывать, тем больше мы можем использовать этот ресурс материальный для счастья. Да. И если мы не готовы еще, то учитель, он нам не даст ничего такого хорошего. Скажет, он будет просто, он говорит, продолжай делать то, что ты делаешь. Это значит, я не расту. Пройдет год, мы придем, скажем, Гуру Махарадж, дайте какое-нибудь наставление. Он посмотрит, а он же все видит. Он все увидит вообще, ему не надо там говорить, о чем мы думаем. Он так смотрит нас и понимает, о чем мы думаем. Что у нас есть, какой наш уровень, как мы растем или не растем. И он посмотрит, если мы не растем, он просто, чтобы нас не обидеть, он очень любящий, потому что это, знаете, олицетворение любви, божественно здесь, в этом мире. Он скажет, нет, все нормально, продолжай все, что ты делаешь, все хорошо, продолжай делать то же самое, все хорошо у тебя.
А? А вы можете сгореть, вам может больно быть. Можете не подумать, ничего себе, зачем он мне это сказал. И можете так откритиковать гуру. А если вы будете критиковать, сразу деградация. Вы можете гуру больше не увидеть. То есть эти отношения очень такие сокровенные, очень такие тонкие. Они потому что несут максимальное счастье, и они не дешевые. Они очень ценные. Поэтому там быть нужно очень-очень внимательным. Не допускать в голове никакой критики. Ни в коем случае, потому что это сразу же отношения все. Понаблюдайте, даже в такой жизни мирской люди начинают друг друга осуждать или критиковать. Что происходит? Дистанция в отношениях увеличивается. Замечали, да? Что нужно сделать, чтобы дистанция, наоборот, уменьшалась? Если мы перестаем, то перестает увеличиваться расстояние, если мы перестаем критиковать. А что нужно сделать, чтобы сближалось? Прославлять человека, да, искать в нем хорошие качества как-то. Вот. Тогда дистанция будет сокращаться, и все, тогда отношения возникнут. А с гуру это мгновенно. Если мы прославляем, мы очень быстро сближаемся с ним. А стоит нам только критике подать, сразу разрыв даже может произойти. Гуру даст ровно столько, сколько мы сможем взять. Больше не даст он. Вы можете, если не хочешь, вы можете его прославлять, но не для того, чтобы отношения сблизились. Да просто прославьте его, а в чем он виноват? Он же ни в чем не виноват. Ни один человек не виноват в нашей судьбе в плохой. Нужно. Иисус говорил, возлюби ближнего, как самого себя. Потому что духовный мир, этот мир, откуда мы пришли как души, это мир отношений. Мир отношений, поэтому отношения нужно со всеми делать хорошими. Потому что если будут хоть с кем-то плохие отношения, ваша духовная практика будет немножко тормозиться, останавливаться будет. Например, вы будете в медитации где-нибудь сидеть, молиться Богу там, или чем-то мантры читать. Если у вас с кем-то плохие отношения, имейте в виду, они вскроются в этот момент. Будете, например, читать мантру, например, или там «Я желаю всем счастья». И раз какой-нибудь Вася сосед вам в уме придет. Да. Пожелать и забыть сразу же Васю. Не надо о Васе медитировать долго. Надо о Боге медитировать, который в сердце находится. И счастье Васе давать от Бога. Потому что у нас нету счастья. У нас его нету. Мы его можем только трансформировать, это счастье. А оно у Бога в сердце у нас внутри. Мы почему и чувствуем это счастье в этом мире? Потому что оно от Бога фонит там. И мы попадаем под эманацию этого фона. И тоже чувствуем счастье. Это секрет йоги. Если отношения восстанавливаем, то от него это счастье безграничное. Представляете, оно фонит безгранично. Он собой освещает все миры, представляете, все и духовные, и материальные. Одна личность такая, Бог один. Вот так светится. Но у нас он как маленький локализованный его аспект. Маленький. Но он так сильно фонит счастьем, что оно не отлично от него изначального. Но мы его не можем почувствовать, потому что мы огрубели просто. Мы на себе сосредоточены, мы в такой вакуум бетонно-железный такой запаковались, и мы не чувствуем этого счастья. А люди с внешнего пространства, они отражают нам. Они нас и отражают, эти люди. Этот Вася сосед негодяй, он меня отражает. Что я сам как сосед негодяй. Но признаться я не могу в этом, потому что это очень некомфортно мне будет. Поэтому я это спрячу в уголках своего сердца. Пусть только я один знаю, что я негодяй. И все. И вот этот замок создает определенную оболочку такую жесткую, которая не дает проникнуть нам энергии счастья. Это очень тонкие такие механизмы, над ними нужно трудиться. Они потом автоматически следу спадут все. Говорится, если вы найдете корень, польете этот корень, этого дерева, то все ветки насытятся. Если корень найдем, счастье придет автоматически. Все остальное, оно просто исчезнет. Угу. Еще раз. Вы решили на носорога пойти сейчас поохотиться. Это самая ценная, самая нужная, самая актуальная вещь в нашей жизни. Открыть свое сердце.
Но и вы его открыть всем не сможете. Это не просто так открыть сердце. Видать, вы еще пока нет понимания, что такое открыть сердце. Мы его не открываем по одной простой причине. Там столько, в кавычках, добра в этом сердце. Показывать это добро, что-то вот никому не охота нам. Поэтому сначала процесс нужно принять духовной практики, который будет очищать это сердце от грязи. Чето дарпанам марджанам на санскрите. Очищение зеркала ума. То есть ум, в нашем случае сердце это наш ум. Мы же в уме сейчас больше живем. Понаблюдайте. Наши все мысли в уме, желания в уме, все в уме у нас. Вот оно наше сердце, здесь пока. Поэтому надо очистить чето дарпанам марджанам. От чето дарпанам. То есть процесс очищения должен идти. И он чистится звуком. Мы общаемся, вот смотрите, мы сейчас общаемся, звук же, да, здесь в основе, да, сейчас у нас. И вот этот звук, если чисто идет с обоих сторон, то в это время наше сознание очищается. Если мы сейчас начнем анекдоты какие-то пошлые рассказывать, другая будет вибрация, соответственно, мы будем оскверняться очень сильно. То есть найти источник, найти практику духовную от учителя или от наставника и просто ей следовать. Постепенно грязь будет уходить. И тогда вы уже сможете открывать кому-то сердце. Но сердце открываете только тем людям, кто является вашими доброжелателями. Например, если вы человеку откроете сердце, которое недоброжелатель для вас, он скажет вам, в это время он ваше сердце закроет сам же. Он заберет у вас веру, этот человек. Открывайте тем, кто в это верит, кто принимает вас, то есть как соратник, как единомышленник, друзья, доброжелатели. Им можно открывать это сердце. Главное найти друга хорошего, которому можно сердце полностью открыть. Со всеми прелестями там, которые есть. Друзья такие, они в противогазах ходят. Они не чувствуют запах этого сердца. Они это видят, но запахи не чувствуют. Поэтому мы можем открывать это сердце грязное. И тогда эта грязь выходит из сердца. Но если мы открываем недоброжелателю сердце, грязь останется там, она не уйдет никуда. Да мы и не откроем это сердце никому. Мы прячемся. Эта привычка сейчас у нас дурная развилась, прятаться сейчас. В туалет заходят люди в квартирах и закрываются в туалете. Замечали? Почему они это делают? Да я вам честно скажу, даже если вы одна будете в квартире, вы закроетесь. Это я просто пример привел. Это как пример. Закрывайтесь. Нормально, закрывайтесь, что ли. Да, просто, чтобы никому не охота показать. Ну вот понаблюдайте, дети. Ребенок заходит в туалет, он никогда не закроется, если его не научат этому. Более того, он заходит, даже дверь так не закрыл, настежь просто сидит и все, просто ребенок сидит и все. Ему без разницы, смотрит на него, он вообще в другом измерении находится. Его сердце чисто, оно еще не успело грубеть, там грязи еще нету. И мы на ребенка смотрим, нормально, ребенок, что, пошли дальше. Но если взрослый так будет сидеть, мы остановимся как минимум, скажем, что это вообще так сидит. Там одна из тем будет раскрываться, по-моему, через день это будет. Тот, кто будет раскрывать весь этот Бхагаватам, это юноша будет, с духовного мира придет. Мудрецам, самым великим мудрецам вселенной будет раскрывать вот этот Бхагаватам он. 5000 лет назад это будет. Это в хрониках, это в истории записано. Этот Бхагаватам, он записан от диалога, этот диалог переписывали просто. Этот ребенок пришел голый. И никто на него даже не смотрел, что он голый. Никому это не интересно было. Потому что он с другого мира, там, где не нужна одежда. Знаете, собаки, они очень чистые в этом плане. Они голые бегают. Они не одевают юбки какие-то там,
Чистота, настолько чисты, они не огрубевают. Это не значит, что нам надо к этому стремиться сейчас. Нет, у нас другая форма жизни. Сама просто вот эта идея. Ребенок, если голый идет, никто даже на него не смотрит, что он голый, этот ребенок. Почему? Потому что он чист. У него нет вожделения. Он как девственный, еще маленький, еще он светится чистотой. И поэтому Иисус говорил, не запрещайте детям ходить в церкви, в храмы, ибо таковых Царство Небесное. То есть в духовном мире все как дети простые. Мы закрываемся. Почему? Нам есть что закрывать просто. Вот и все. Есть что закрывать. Но потом придет время, по мере очищения нашего сердца, эта потребность отпадет закрываться. Таких людей называют святыми. От слова «светится». Почему многие не светятся люди? Закрытые, потому что. Чем? Чем закрываются люди? Напоследок подводим итог, потому что осталось, уже не осталось. Говорится, наше сердце осквернено, да? Скверно в сердце есть, грязь в сердце. Эта грязь не что иное, как наши материальные желания. Вот и все. Поэтому процесс духовной практики или восстановления отношений, или вот этой йоги, это избавление от материальных желаний. Ради Бога, живите нормально. Научитесь контролировать, не все желания, они плохие. Это вопрос только мотивации. Например, про какое желание вы сейчас говорите материальное? Нет, приведите пример. Конкретику какую-нибудь скажите. Мы разберем, вы поймете, что если правильно мотив построить, это же желание, оно превратится в духовное желание. Оно не будет мешать вам жить. В социуме даже. И вопрос в чем? Лицо умыли, руки до локтей умыли, лицо умыли, руки до локтей и ноги до колен. В Писаниях священных говорится, значит, человек принял полное омовение. Это же в уме сейчас. Это же в уме. Вы сейчас сидите и думаете, я не помылась. Я поросенок маленький такой, да? Я тоже так раньше думал, если не омоюсь. Я как поросенок хожу грязный вообще. Но это в уме же все у нас. Поменяйте концепцию в уме, и все. Я сейчас, например, периодически в Ганге омываюсь в уме. В Гималае, в Ганге, потому что у меня был опыт там омовения. Есть наставление духовного учителя, есть благословение, есть знание, как это делается. Мне не обязательно в душе или в этом море. Я в Ганге омываюсь каждый день, и не по разу. И я этот эффект чувствую, что я как будто омылся в Ганге. Это же все в уме. Йога, в первую очередь, это работа с умом. Не с телом, с умом. У нас время просто, мне уже там машут вот так. Запомните вопрос на завтра. Мы начнем его. Спасибо всем большое. Хорошего дня, всем настроения хорошего.